25 год начался с плохих новостей. Harris Studios сказали, кроме второго смайта нас ничего не интересует. Сервера Realm Royale закрывают 17 февраля, на Paladins больше не будет выходить обновлений, потому что создавать их некому. Всех уволили. Rogue Company тоже давно обновлений не выходило. Печально. Эта игра подарила мне много эмоций. С ней связано много событий. Грустно наблюдать за тем, как игра постепенно умирала. Познакомился я впервые с игрой в декабре 2017 года. Активно играл до 21-22 года. Ну а потом заходил так, чисто посмотреть на обновление и все. Готовил сценарий по, опять же, истории Паладинса, ну куда еще больше. Решил пересмотреть абсолютно все источники и составить максимально подробную, не Википедию, но исторический видос хотя бы. Чё-то мне кажется, вряд ли я его успею доделать, потому что активность на канале все падает и падает, видосы никому не нужны, да и Паладинс растерял былую аудиторию. Безусловно рад, что игру разработчики поддерживали столько лет. Были удачные обновления, были запоминающиеся, были и неудачные. Всякие обновления были. Они хотя бы были, а теперь не будет. Этот день настал, и предлагаю зайти, посмотреть на игру, сыграть пару каточек, ну и... Казалось, что игру могут закрыть в 26-м, 27-м году, но в 25-м печально. Теперь уж думаю, кому нужен этот видос, если сервера закроют плюс-минус через год. Посмотрим. Если что, пишите комментарии, ставьте лайки. Это будет мотивация для меня. Потому что бывает зайду, почитаю, так тепло на душе становится и аж хочется пилить видосы. Так хочется, что аж последний коммент был, когда 2 недели назад. Лично для меня эта игра запомнится надолго. Я, конечно, все позабывал, что закупать, какие билды использовать. Таланты, карточки, все уже 1000 раз поменялось. Вон уже на меня в тиме бомбят, что я так что просто бегал и фанился. А еще накосячу со звуком, он записался очень тихим. Спасибо GeForce Experience. Интересно, это ботики? Это настоящие игроки, это приколист? Что-то вообще какие-то нубы враги. Ты чё этому не покупаешь, братан? Ой, это я что-то забылся. Ой-ой. Чё вы? Capture point spawning in 15 seconds. Игра скачал. Ты нахрен Rejuvenate вкачал? Four, Я все забыл, отстаньте. two. Сейчас мне придут дизлайков понаставят. Я сам лично приду поставлю. Постарее меня будешь. Let's go, team. Come on. Ну да, я подольше играю. Только ты не просто старый игрок, ты старый игрок, который давно еще не заходил. Ну, иногда заходил, но это не считается. Рил Моджо Обама не выбрал чемпиона, ну ладно. Рил Моджо Обама, блин. Обама устроился в ВМ Моджо, когда всех уволили. Ой, опять эта карта. О, что, усиление? Давай юзану. Будет 3 хила. Ну все, 2. План захожу, занимаю и все. 3 фланга. 3 хила, 3 фланга. О, халява. Да бейте, блин, халяву. Ой. Overtime. Халява. Y'all need to really stand on the objective right now. Мария убежал. Truly the master of your destiny. Они не пофиксили. Capture. Сейчас тебя назад типа. Они вообще на меня не обращают внимания, что за прикол. What use is this И trinket? вообще похрен абсолютно, чисто даже не смотрели на меня, Я блин. не привык. Your aid is appreciated. Не туда ты побежал, конечно. You are quite the warrior.
Your aid is ticking. Thank you, my friend. Стенка I will упала. withstand this attack. You are quite the warrior. Just hide me. Oh yeah. Trespassers have been dealt. Так, сейчас я оценю. Давно уже мечтаю о таком, чтобы собрать целый пак демок. Одному это будет сделать довольно-таки трудно. Раньше их можно было получать просто минус реплей и ID матча. Ну, либо через спектейтор, проследить за каким-нибудь игроком. Раньше было проще. Потом абузеры стали использовать демки, и разработчики отключили режим наблюдателя. Сейчас вроде как просто так записать демку, но это надо постараться. Напоследок, конечно же, хотелось бы записать много рейтинговых демок, чтобы потом просто пересматривать их. Иначе возможности их записать, просто не будет. Но сейчас как-то поздновато об этом думать. У меня, конечно, остались демки 20-21 года, с киберспортивных матчей. Раньше был киберспорт в Паладинсе, забавная штука. Может быть, как-то, не знаю, ВКонтакте организовать. Там люди поскидывают свои демки. Чисто на память. Вот демка, версия, в которой можно посмотреть. Старые версии Паладинса можно со Стима скачать. В интернете подобных демок очень мало. Практически нет. О, баги подъехали. Вот что-что, художники у них прям отличные арты создают. Раньше можно было импортировать карточки у топовых игроков. Потом убрали эту систему. Напоследок реворкнули карту. Сейчас побегаю. Новый Змеиный пляж даже не перевели. Чувствуется, что разработчики все равно старались. Конечно, вот это вот сомнительная тема, ну ладно, пусть будет. The battle has begun. Освещение завезли прям. Нравится. Ну, если хотите более подробно посмотреть на эту карту, можете зайти на канал Старого Виктора. Он там ее полностью показал. До сих пор загадка, почему дневную версию что-то как-то не возвращают. Красиво. Мне нравится. О. Это лоты такие кривые. Ух ты. Ну, вот это вот уже точно никто фиксить не будет. Добавили деталей. А остров Лягуха, вон он, видимо. Классическую лесопилку вернули. Ну-ка. Картинки так и не пофиксили. Ну и ладно. Так. Ай-яй-яй, все позабывал. Ну вот тут баг так и остался, 100%. It begins. Oh, I was hoping to say that. Угу. А тут еще проблемка. Ага. Ладно, ничего не поменялось. Помню, раньше нужно было пройти очень много испытаний, чтобы запустить эти карты, а теперь они вот в игре. Кайф. На манговые болота вернули детали. Надо глянуть. Ну, чисто вся родня Пипа собралась. Ай-яй-яй. Ну какая красота, елки-палки. Все-таки детали решают. Ну, пока что рыбешка как лежала, так и лежит. Такое старье, помните? Да. Да. Деревья вернули. И детали вернули. И сразу карта как-то выглядит более целостной. Ну, так изначально и задумывалось. Потом его порезали. Oh, things starting out right. Чтобы игра шла на Nintendo Switch. Угу. А потом вот, вернули все назад. Стало в разы лучше. Завезли Риколора. Помню, у меня на Стрикс был Риколор. Зеленый. На Виктора сохранился. Теперь называется Забытый алтарь. Окей. Вот это не берем. Точно помню. Волтеж. Помню, вот тут раньше возле тотема была слепая зона.
Будто тебя не видели. Ладно. Видимо, переделали. Вот какой-то мощный. Это база. Корвус откуда-то взялся. Они будут с Корвусом бегать. Весело. Дурдом. Так и называется оборона. Решил пройти обучение. Когда-то в этом месте старый Виктор нашел баг. Благодаря этому багу мы и познакомились. После этого стали общаться. Вообще вся вот эта вот движуха с картами, старым паладинцем, началась после патча с Корвусом, когда его телепорт сломал игру и позволил выходить за карты. Ты сейчас бежишь опять. Пока. В тот момент на карте лесопилки нашел вот этот баг. И такой, а что это вообще такое? Почему тут сломаны текстуры, а здесь огромный квадрат? Ну, квадрат, потому что закрыли проход, а текстуры сломаны, потому что. Ну и пошло-поехало. И стал обращать внимание на то, что за картой очень много всего интересного. Миры паладинца — это прям отдельная тема. Карты сделаны очень классно, в едином стиле. Чего стоит лор? Было бы интересно увидеть сериал по паладинцу, ну типа как Аркейн. Ага, сейчас, разбежался. Есть видос, мини-короткометражка для китайского рынка, с картой из обучения, но это что-то прям на грани. Такая вселенная, такой потенциал был. Потом стал изучать YouTube, познакомился с Пиканлордом, Мистером Спайкером и многими другими. Конечно, паладинцы завтра не закроют, но в ближайшее время как будто бы могут. Спасибо вам большое, что смотрите меня, лайкаете, комментите. Это были замечательные годы.